Эй, ты! Да, ты! Иди сюда! Хочешь открытый, атмосферный и красивый мир, свобода перемещения и незабываемые впечатления? Тогда добро пожаловать в украинский геймдев, который полностью состоит из GSC Game World и компаний, которые являются ее выходцами. Если 4A Games ушла из GSC, прихватив с собой модифицированный движок X-Ray, то люди с Deep Shadows взяли движок Vital Engine, который использовался в игре GSC Venom, Codename Outbreak. Чем известны Deep Shadows? Большинству они известны добротной игрой Xenus. Кипения, которая предлагала игрокам путешествовать по Колумбии в роли Соло Майерса, бывшего французского легионера, который похож на Сергея Бурунова. Но я в эту игру не играл и сказать ничего не могу, поэтому спрошу того, кто в нее играл. Эй, Ники Варвар, do you like Xenus. Кипения? У меня он есть на диске. У меня прям эта коробочка такая официальная, там типа она 4 CD, да? И на нем Star Force. Я его устанавливаю на любое устройство, даже не знаю, когда она у меня там была. У меня XP. Охуеть, спасибо. Итак, сегодня хочу рассказать об одной игре из моего детства, которую я смог закончить лишь спустя 10 лет, и теперь вообще жалею, чтобы я про нее вспомнил. Xenus 2. Белое золото. Сразу скажу, данный обзор не является серьезным, и я допускаю пропуск многих тем, которые могли быть интересны вам. Перед тем, как войти в главное меню, нам предлагают посмотреть CGI-ролик, в котором нам рассказывают завязку сюжета и показывают протагониста игры, Соло Майерса, который перестал быть похожим на Сергея Бурунова и почему-то помолодел, хотя сиквел является прямым продолжением истории. Сразу скажу, история банальная и очень короткая, и можно сразу забыть про нее. Все, что она даст, это пара классных срежиссированных катсцен. Я тебя предупреждал, Никсон. Не ори на меня. Или что? И наибанальнейший монолог в конце. Ничего, в принципе, эмоционального, типа Modern Warfare 2, не будет. What? Don't do it, Shepard. Итак, меню. В настройках можно настроить разрешение экрана, где также учитываются Z-координаты. В принципе, не важно, поскольку важно то, что моя игра думала, что я живу в 1883 году, когда в имперской России карнавали самого брутального и крутого императора Александра III. А если кто-то считает, что есть император круче, то, пожалуйста, отпишитесь в комментах и скажите почему. Начав игру, можно заметить, что игра выглядит не очень, особенно модели персонажей. Достало меня ты уже слушал. Но вот что мне бросилось в глаза, так это прекрасные закаты и очень даже красивая вода, хоть и без волн. Ну, допустим, что архипелаг окружен рифовым барьером. При получении своего первого ствола я с радостью вспомнил, что персонаж страдает тремором рук и вследствие этого не умеет прицеливаться. Чтобы вылечить данный недуг, от игрока потребуется потратить свое первое очко навыков в соответствующий перк. Кстати, древо перков выглядит вот так. Ага. Я сам долго думал, где тут что. Но самое главное, что половина перков здесь бесполезное говнище, и вам потребуются только перки на увеличение поднимаемого веса и перки, связанные с оружием. Можно перейти к другой теме – карта и транспорт. В этот раз игроку предлагается исследовать не густые однотипные джунгли Колумбии, а пустые однотипные острова архипелага Колумбия. Обалдеть. К счастью, для преодоления таких огромных расстояний игроку предлагаются 4 вида транспорта: машины, водный транспорт, вертолеты и самолеты. Ебать, я жив. Ху-ху. Еще есть танк и машина с ПВО, но они находятся на острове, на который я вообще не ходил. В большинстве случаев нам потребуется только лодка, так как обычно квесты даются в одном острове, а их цель находится в другом. Вдобавок вы сможете понаблюдать за местными красотами типа крипипастных островов, боев вертолетов, красивых закатов и серых рассветов. А теперь я расскажу о NPC, которые населяют данные острова. Есть гражданские, официалы, партизаны, мафия, бандиты, парамилитарес и CIA of United States of Pendosia.
Фракции ничем не примечательны и не играют абсолютно никакой роли в продвижении сюжета. НПС в Xenos непредсказуемые. Во время разговора с одним неписем на заднем фоне может происходить что угодно. От внезапной проверки партизана Товарищ, не стреляй. до разборки вертолетов. А в одном диалоге можно даже поиздеваться над геймером. Очередное доказательство, что испокон веков самой зачмыренной кастой являются геймеры. Gamers rise up. Среди НПС есть и противники, куда без них. К сожалению, их интеллект оставляет желать лучшего. Они даже водить лодку нормально не могут. Но их умственные способности легко компенсируются нереальной точностью и молниеносностью на высоком уровне сложности. Но ради годного футажа я выбрал среднюю сложность. И о боже, это было прекрасно. Противники иногда проявляют смекалку и пытаются застать вас врасплох. Но, к их сожалению, я являюсь профессиональным геймером, и я знаю их действия на 2 шага вперед. Единственные 2 вещи, которые вводили меня в панику, это чертовы боевые вертолеты, которые даже после смерти могут вам поднасрать. Блять. И индейцы с фузеями. Я серьезно. Эти сволочи могут стрелять из древнего огнестрела, как из снайперской винтовки, хотя в руках главного героя это оружие теряет способность оставлять царапин уже после пары метров. Также помимо людей, есть и животный мир, который желает вас убить. Даю 5 секунд, чтобы представить, кто из животного мира архипелага Колумбии является противником. Если ты думал, что в данном списке есть акула, то ты ошибся. В игре есть только 3 животных противника. Змея, барракуда и, сука, огромные пауки. Но никого из них не стоит бояться, так как все они ложатся на землю с 1 или 2 выстрелов. Остальная фауна ничего интересного не представляет. Есть крысы, крабики Боремся за чистоту улиц от крыс. и рифовые рыбы, которых можно поймать и зажарить. Теперь я плавно перейду к системе здоровья. Главный герой, несмотря на то, что он является лучшим оперативником в Южной Америке, сильно подвержен привыканию к медикаментам. А это значит, что в скором времени шприцы не будут так эффективно лечить, как пара банок старой доброй тушенки. Также в игре присутствует система повреждений конечностей, но она присутствует только на главном герое. Если вы выстрелите в ногу противника, как в GTA 4, то противник только странно посмотрит на вас. А вот если поболт вам в, допустим, правую ногу, то вы будете хромать, когда будете идти вправо. На этом здоровье можно перестать говорить, а вот о чем можно поговорить, так это о том, чем меня игра немного выбесила. Начнем с того, что сиквел остался верен оригиналу, и тебе потребуется потратить около 100 тысяч песо, чтобы пройти игру. К примеру, один калашников, подобранный с противника, стоит около 32 песо. Потребуется потратить 3125 калашей, чтобы получить эту сумму. А столько калашей в игре, увы, нету. Обалдеть. Разумеется, есть побочные квесты. Но в большинстве случаев они или же ломаются, или же вам платят 1500 песо, а то и меньше. Другая претензия — это сегмент с побегом с корабля. Я тебя предупреждал, Никсон. Не ори на меня. Было бы все окей, но солдаты ЦРУ способны поглощать до 3 выстрелов в голову. А до того момента, когда вы сможете собрать достаточно патронов для автомата и медикаментов с их трупов, вы уже будете почти у выхода. Другой пункт — это пустота мира. Да, мир большой, но на большинстве островов ничего нету. Разве что на одном я нашел вот такого партизана. Враг на базе. Огонь! Какого хрена? Враг на базе! Какого? Дай огонь! Дай тоже какого? Товарищ, оружие! Враг! Огонь! Враг на базе! Дай тоже враг на базе! Перемещение ужасно скучное. На лодке ты будешь просто прожимать кнопку вперед и заниматься своими делами. На вертолете ты будешь все время бороться с другими вертолетами и в скором времени просто разобьешься. А на самолете вообще не вариант, так как оружия на нем нет и вертолеты все равно вас собьют. Другой пункт не совсем о моем нытье, но упомянуть его хочется. В игре присутствует взлом, и в данном случае он базируется на обычном шансе взлома, который можно повышать при помощи перков. Если честно, в игре можно взломать все при помощи одной отмычки. Все, что нужно, это сейфскамить и много терпения. В итоге, хочу сказать, что Xenos 2 это посредственная игра, которая хотела быть лучше предыдущей игры, но в итоге вместо того, чтобы взять лучшие моменты
и механики из первой игры, она взяла все самое херовое и кривое и умножила это на 0. Если сравнивать мои впечатления с повторным прохождением игр моего детства, в данном случае я сравню Xenos 2 и Far Cry 2, то разумеется выигрывает Far Cry, хотя она тоже далеко не хорошая игра, хоть и имеет много механик, которые были в новинку в то время. Ну а на этом я с вами прощаюсь и желаю играть только в хорошие игры. Когда я сделал следующий обзор на игру, я без понятия, но я знаю одну вещь. Это будет об игре, которая вернула мне любовь к жанру PvE. And now I want to make a shout out to my friend who recently started a YouTube channel dedicated to reviewing games, video games enthusiasts. If you like other people talking about games with good points, then this channel is for you. Link is in the description.